Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы разбираем снова реверс-инжиниринг Android приложений. Да, уже есть несколько видео на эту тематику у меня на канале, которые вы можете посмотреть, и я очень рекомендую их посмотреть. Также есть телеграм-канал, на который можно подписаться за всякими советами по тестированию, по этическому хакингу, по, в общем-то, разной айтишной тематике. Так что, пожалуйста, welcome, заходите. Но сегодня разбираем еще одну утилиту для именно статистического анализа Android приложений, то есть APK файлов. Потому что нам банально хочется узнать, что же находится в нашем Android-приложении, то есть из чего оно состоит, какие URL-адреса оно обращается, и таким образом мы можем понять вообще, что происходит с этим приложением. Можно, допустим, понять, насколько оно безопасно, а может быть даже оттуда можно вытащить какие-то пароли. Допустим, если такое тестовое приложение, которое нам нужно для целей только анализа, я еще раз подчеркиваю, что все, что мы здесь разбираем, это только для этического анализа приложений, поэтому вот такое есть универсальное приложение. Называется оно BFScan, и здесь, опять же, скачать его можно здесь на GitHub, ссылочка тут, также будет в описании. Последнюю версию можно взять здесь вот, 1.3.1.0 она у нас. Снова, здесь написано буквально как им пользоваться. Очень просто, ничего сверхъестественного нет. Кроме анализа Android приложений, также эта штука позволяет анализировать jar файлы. То есть можно понять вообще, что находится даже в джавовских приложениях, что, в общем-то, здорово. И давайте разберем на конкретных примерах. F-Droid, Download F-Droid. Что это такое? Это магазин приложений, который позволяет нам ставить разные open source решения себе на телефон. Очень советую, штука классная. Допустим, VLC тут же можно скачать с помощью этого магазина, да и другие приложения. Вот Википедию тоже, мессенджеры даже простые, довольно много всего. Исходный код этого приложения доступен на GitLab, и можно полностью посмотреть, с чего он состоит, куда обращается, опять же. Но сегодня будем пробовать с помощью статистического анализа понять, что там вообще внутри происходит. Итак, смотрите, открываем мой любимый Total Commander, конечно же. Вот у меня F-Droid APK скачан. Открываю терминал с этой папкой, и давайте будем пробовать. Вот я уже подготовил шпаргалку. У меня, значит, есть здесь команда для запуска этого нашего приложения. Ничего тут сверхсложного нет. Java jar, bfscan и app.apk. Ну, допустим, как название приложения, которое мы используем. Итак, смотрим. Только он у меня называется bfscan.jar. Вот. И название APK приложения, то есть F-Droid APK. Давайте посмотрим, что внутри содержится. Пошла распаковка. Он создаст несколько разных файлов, с помощью которых мы можем понять, что же в приложении содержится. Занимает это некоторое время, но обычно весьма недолгое. Практически готово. Secret Saved, OpenAI, Spec Saved. Короче говоря, он сохраняет разное. Пути, куда он переходит и всякое другое. Смотрите, ну вот наш F-Droid APK, F-Droid Methods, то есть методы, которые вызываются там. Здесь у нас HTTP методы, поэтому ничего он не пишет. То есть HTTP методов нет почему-то. Ну окей. Давайте смотрим дальше файл. OpenAI. Что у нас здесь есть? Ничего интересного, опять же, только localhost из серверов. Ну, опять же, видимо, не в этом файле содержится основная информация. F-Droid Secrets, вот здесь уже гораздо интереснее. То есть есть только парочка файлов, которые советую смотреть сразу. Это Secrets и URLs. Так вот, Secrets прописаны методы, которые у нас запускаются вообще, в принципе, приложение. Вот, допустим, можно узнать, что он построен на библиотеке Glide. Glide работает с картинками, на HTTP, снова какой-то фреймворк используется, видимо, для работы с HTTP запросами, URI Builder, потом Ktor, опять же, фреймворк, и всякое другое. То есть можно понять, в принципе, из чего приложение состоит, методы основные. Если бы мы это не делали, то мы бы это открывали с помощью JADX приложения и ковырялись бы всех этих методов, то есть анализировать таким образом. А так, быстренько файл все собирается, и можно отсюда уже анализировать. Можем увидеть, что здесь у нас есть Shared Preferences, то есть настройки сохраняются в Shared Preference сюда, F-Droid Update Checker, проверка обновления, работа с базами данных, индекс, то есть repo updater, то есть обновляет репозитории, откуда скачивают все эти наши приложения. Здесь никаких секретов у нас нет, то есть ничего такого сверхъестественного. Ну, оно и логично, в принципе. Open source приложение. Дальше URLs. Здесь написаны все ссылки, по которым приложение обращается. Это уже весьма интересно. Да, видите, F-Droid.org, F-Droid APK. Опять же, нужно понимать, что это за ссылки и что они делают, но, в принципе, общее понимание есть. Зачем-то к example.org обращается, не знаю зачем. Дальше, что интересно, это, значит, видимо, пути, куда обращается наше приложение на сервере. То есть оно как-то соединяет эти вот ссылки с этим вот F-Droid Archive, F-Droid Repo, packages и всякое такое. То есть мы таким образом уже понять, куда, в принципе, приложение обращается. Скажу сразу, что это не заменяет динамический анализ. То есть динамический анализ с помощью той же Фрида и Burp, либо Charles того же, да, понятно, что тоже нужно делать, чтобы, в принципе, понять, куда приложение обращается в конкретный момент времени. Потому что тут можно только примерную картину создать. Опять же, вот еще видите, здесь у нас структура папок, можно понять, что здесь происходит. Ну, то есть общую картину можно сделать, хотя бы посмотрев эти вот файлы. Вот, все, это можно, в принципе, удалить. Ничего интересного тут особенно нет.
Давайте зайдем в другое приложение, вот, допустим, Uncrackable 1 APK, вот, допустим, да, наберем тут. И давайте будем использовать что-то более чуть интересное. Поиск только секретов, допустим, можно смотреть, поиск, ну, допустим, поиск по строке. Опять же, секреты, он может ничего абсолютно не выдать нам. Поиск по HTTP запросам, можно сделать вот такой вот вариант. Можно поиск конкретной строки, допустим, логин, либо паспорт. Вот. Либо можно отфильтровать поиск по конкретным URL, то есть он будет только показывать конкретный URL в нашей выдаче. Вот. Давайте попробуем вот поиск по строке и посмотрим, что из этого получается. Естественно, будем какое-то другое использовать уже приложение для этого. Допустим, Uncrackable 1 Original. Я уже разбирал его на одном из видео, поэтому его можно конкретно и опробовать. Так, смотрим. Значит, bfscan jar. Допустим, то есть не подъезд. Uncrackable 1 Original. Uncrackable 1 Original. Поехали. Все, разобралось. Смотрим методы, опять же, скорее всего, ничего здесь не будет. Это HTTP методы OpenAI, опять же, localhost. Search, значит, ничего не нашлось по логину. По секретам, опять же, constants that look like secrets, но никаких, видимо, особенно секретов нет. То есть Android name это не похоже на секреты. Значит, что-то не так. Значит, нам нужно поискать что-то более интересное здесь. Давайте попробуем убрать. Crackable, там было что? Там было у него... Там не S-логин, а что-то другое было. S, может быть, password? Давайте password попробуем. Если по паролям поиск нет. URLs. Кстати говоря, что интересно, константы, которые вот он нашел, допустим, это связано с суперюзером, да, то есть вот у нас sudaemon, installed sudaemon, и также можно понять, что обращается к суперюзеру, суперпользователю здесь, вот суперюзер APK даже, то есть, в принципе, таким образом можно понять, что приложение, скорее всего, проверяет root доступ на устройстве, ну, опять же, один из способов. Так, secrets, снова search снова ничего не выдал. Давайте просто без каких-либо данных просто пропишем вот APK. Сначала, конечно, нужно удалить все эти uncrackable methods. Довольно много всего создает. Так, посмотрим. Secrets, снова URLs и OpenAI. Ну, то есть, ничего, в принципе, интересного но тут не выдал. Можно сказать так. Честно говоря, поиск с помощью JARDX дает больше всего. Я так скажу вам. Какой-то он более настраиваемый. Но опять же, нужно разбираться до конца с этой утилитой, может быть, что-то не так понял. Значит, поиск API HTTP запроса. Давайте посмотрим вот так вот. Допустим, только поиск по запросам. Значит, здесь у нас снова Uncrackable 1. Давайте, знаете, так сделаем так вот, bfscan jar, оставим его и напишем здесь -mh. Так. Все, значит, он сохранил raw HTTP метод, save to uncrackable original methods и original OpenAPI. Вот, methods. Здесь ничего. OpenAPI, опять же, ничего. Ну, ничего не нашел интересного. Ну, ладно, хорошо. Давайте пробовать Daemon Vulnerable Bank App, DVBA. Может быть, здесь что-то найдется. Здесь напишем DVBA. MH. Пробуем. Смотрим, что же нам это все дело выдаст. Ага. Так. Так, methods. Ничего. OpenAI, localhost. Абсолютно ничего не выдал. То есть получается, что наиболее правильная команда это вот без ничего, потому что порой не совсем понятно, что именно искать. И лучше всего просто базовую команду, которая выдаст все, а там уже может быть в поиске посмотреть, что не так, и разобраться. Давайте смотрим методы. Ничего. OpenAI ничего. Секреты, смотрите, снова секреты, причем закодированные, base like string. То есть, опять же, нужно с помощью разных других методик, которые там тоже описаны в описании, можно также раскодировать, что там написано. Смотрим, что еще есть. В принципе, ничего особенного. Values, то есть strings XML, то есть прописаны строки какие-то в приложении. Ничего особенно интересного мы отсюда получить не можем. Кстати, хорошо, получается, зашифровано.
что-то здесь, URLs, но опять же можем увидеть в принципе какие-то константы, допустим, Android, Support, здесь ничего интересного, Damned Vulnerable Bank, опять же, видите, куда обращается, все URL можно посмотреть, константы и проверку суда, то есть root доступа. Кстати говоря, наверняка можно проверить, допустим, ну, к примеру, плюс google.com, да, если дать поиск по этой конкретной строке, должно же нам сформировать поиск? По идее должно. Вот так вот сделаем. Откроем тут. Так, здесь у нас поиск по конкретной строке. И здесь плюс google.com. По идее, должно осуществить поиск только по конкретному этому пути, и все. Если он правильно все работает, если я правильно все указал. Опять же, может быть, в кавычках нужно было. Так, смотрим. Search results. Видите, вот search. Ну, отдельно выдал файл search. Все понятно. Plus google.com. Все здесь прописалось. И все. Plus google.com. Ну, то есть, да, можно с помощью разных таких команд осуществлять конкретный поиск почему-то, да. То есть я советую пробовать вам это все на примерах каких-то тестовых приложений сначала. Вот. Но на самом деле, понимаете ли, что, конечно, интересно это все наживую попробовать, но понимаете, этика не позволяет нам вот такие вещи делать, и только в случае, вот если проанализировать приложение, может быть, вашей компании, это правильно, либо какое-то вот тестовое приложение, либо свое приложение снова проанализировать на безопасность. То есть, понимаете, снова пентестинг и все, что связано с реверс-инжинирингом, бок о бок идет с правовым полем. А то раскопать там можно всякое, и код порой написан очень плохо. Допустим, вот SQL-запросы в одном из приложений я находил. Я не буду говорить в каком. И это было настолько, ну, странно и неприятно, что, ну, окей, локальные SQL-запросы еще может быть окей, но тем не менее, сам факт того, что они так прописаны в приложении, тоже как-то наводит на мысль, что это не очень хорошо как-то сделано. Так что такие вот дела. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Видео, может быть, было немножко сумбурное, но зато живое, потому что этой утилитой я только начал пользоваться, и в основном использовал вот ее базовый запуск, такую без опции. И поэтому она хорошо подходит, чтобы быстренько понять, куда приложение вообще обращается и что оно делает примерно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.